Это общегалактическая передача Объединенной Федерации планет. Историческое сообщество Объединенной Федерации планет совместно с Memory Alpha представляют «Четырехлетняя война». Звездная дата 224103. Планета Арканис-4. Заложенный около века назад, этот исследовательский аванпост вырос в полномасштабный процветающий город, являя собой великолепный пример прогресса Федерации. Без Земли не было бы никакой Федерации. И тот факт, что люди смогли возглавить процесс основания Федерации всего через несколько лет после войны с Ромуланской империей, просто что-то исключительное. Но в Клингонской империи на это смотрели в другом свете. Утомленный дипломатией, высший канцлер заявил: если бы слова были водой, люди бы нас утопили. Вражда между людьми и клингонами значила, что задача по предотвращению войны и переговорах о мире пала на плечи вулкана. К сожалению, мы не справились. Клингонские дисрупторы били без остановки 12 часов. Арканис обращен в руины. Тысячи его жителей погибли. Еще больше пропало без вести. Первые жертвы того, что станет известно как «Четырехлетняя война». Они строили свою империю еще за 200 лет до основания Федерации. Было очевидно, что в какой-то момент возникнет конфликт между клингонами и большинством членов Звездного флота. Клингоны были уверены, что они просто могут взять, что хотят. И первые потери Звездного флота не слишком их в этом разубеждали. Кориана 6, Веста, Арканис. У нас был ряд крупных поражений за первые 6 месяцев. Весь первый год мы отступали, и нашей основной задачей было лишь замедлить их продвижение. К сожалению, клингоны были уверены, что Федерация им не ровня, и их вера в собственное превосходство давала нам плохую почву для переговоров. На тот момент единственное, чем мы могли произвести впечатление на клингонов, это достойной смертью, и возможность предоставлялась часто. Клингонским главнокомандующим, спланировавшим это вторжение, был военачальник по имени Карн. Карн Бессмертный, так его называли. Клингоны почитали его, и не без причин. Вулканская разведка, если будет позволено сказать, не знает себе равных, но даже для нас он был загадкой. Никогда до основания Федерации Высокий Совет не воспринимал Землю всерьез. И даже после основания Федерации многие в Высоком Совете воспринимали ее лишь как политический союз. Звездный флот никогда не выглядел ровно имперскому флоту. И уж никак не что-то, что воспрепятствует росту империи. Вся их цивилизация, вся культура — это памятник искусству войны. Первые сражения. Да, клингоны играли с нами. Они использовали стратегию, известную у них как что примерно приблизительно переводится как «стратегия наименьшего уважения». Воплощение их высокомерия
проявилась во время осады Инвернес 5. Система Инвернес, как вы ее называете, была нашей первой целью. Инвернес. 5 планет. Все колонизованы. Звездная дата 2243.3, густонаселенной, богатой делителем планеты системы Инвернес. Для вас эти планеты были лишь источником делителя. А для нас эти планеты священны. Чертов Инвернес 5. Что за кавардак? Это был первый раз, когда они использовали на нас свою старую клингонскую тактику. У них есть слово. Оно означает «пожиратель». День за днем продолжалось одно и то же. Меня направили поддержать что-то типа контратаки. Но к тому моменту, как я вышла на орбиту, все приказы уже изменились. Атаку отменили, а бой был уже закончен. Мы вышли из варпа посреди свалки. Части кораблей отскакивали от моего корпуса, как и части тел экипажей. 18 кораблей уничтожены. Подберите уцелевших при помощи транспортеров. Мы поднимали их, и тогда происходило одно из двух. Транспортеры взрывались, или появлялись клингоны и открывали огонь. Я могла взглянуть с орбиты вниз и увидеть полосы дыма. Тянущиеся на мили. Определенно надо было что-то менять, или с нами бы было покончено. Знакомый андорианин как-то сказал: «Не загоняйте розовокожих на тонкий лед». Это было не слишком красноречиво, но клингоны нашли эти слова весьма пророческими. После 2 лет непрерывных поражений, глава Звездного флота адмирал Слейтер был вынужден уйти в отставку. По всей Федерации миллиарды гадали о том, кто его заменит. Я был на мостике Зенофона. Это был мой первый корабль в той войне. Старый изменец класса Марклин. Наш офицер по связи, лейтенант Кейн, сказал, что идет общефлотская трансляция из Звездного флота. Я велел им вывести ее на большой экран. И вот тогда мы услышали Рамиреса. Его имя распространялось подобно пожару. Спросите кого-нибудь, где они были, когда услышали его, и они вспомнят. Мы столкнулись с врагом, желающим истребить и полностью нас уничтожить. Его первое выступление в Совете Федерации было невероятным. Враг, желающий драки. И мы будем драться. Тогда на арене Арчера было 40 000 человек. Но я говорю вам, что наш величайший вызов — это не мощь клингонского флота. И всем нужно было лишь одно. Наш величайший вызов в том, чтобы сделать то, что должно, не утратив мечты о Федерации. Надежда. Что до меня, я боюсь лишь одного — смерти мечты о Федерации. И по сравнению с этим, мне не страшна Клингонская империя. Это была отличная речь. Пока я не услышал речь адмирала Рамиреса, я не видел возможности примирения Федерации и Клингонов, как и самой возможности для Федерации победить. Боевой клич адмирала Рамиреса разнесся по всей Федерации. Первым делом необходимо было создать корабли нового класса, способные вернуть Звездный флот в строй, позволить сражаться. Мы должны были превзойти клингонскую технологию. Этот класс кораблей назвали Арес. Это было именно то, что нам нужно.
Над его созданием работало более 10 различных планет. Это был первый чисто военный корабль, построенный Звездным флотом. Что до вулканцев, хотя мы и ограничили наш вклад двигателями, жизнеобеспечением и защитными технологиями, было немало тех, кто вообще хотел избежать нашего участия в войне. А вулканцы всегда ведут себя как вулканцы. А вот андериане, они были рады поставлять нам фазеры. Звездная дата 2244.1, неподалеку от Лебедя-3. Так всегда бывает. Недоброжелатели, считающие, что вы захватываете инициативу слишком рано, что торопитесь перейти в наступление. Я воспротивился. Руководство адмирала Рамироса было переменой к лучшему, но его плану еще предстояла проверка боем. У нас были корабли и сплоченная группа закаленных в боях командиров. Пришла пора перехватить инициативу. А можно сказать, Рамирос сделал первый бросок костей, и на них выпало в точности то, что мы хотели, в точности то, что нам было нужно. Операция получила кодовое имя «Пегас». «Пегас» был первым испытанием корабля класса «Арес» против корабля, для победы над которым он был создан, Ди-6. На симуляциях «Арес» показывал себя хорошо, просто отлично, но одних данных еще недостаточно. Сражение — единственный способ испытать боевой корабль. Новые корабли Федерации стали неожиданностью. А потом был Гард. Тот безумный сукин сын Цезара. Это был его день. Гард любит принижать свой вклад, так что не слушайте его. Ни один капитан до этого не делал ничего подобного. Нам повезло. Тогда именно Сонин маневр подставил их под меня. Соня обманом оттянул их правым бортом. А Гард просто рванул напрямик. Это был маневр в клингонском духе. Это был новый корабль. Нам говорили, что он крут. И я хотел посмотреть, насколько. После битвы у Лебедя-3 наши капитаны начали отдавать Федерации должное как достойному противнику. И тогда мы впервые обратили внимание на Гарта Цезара. Это клингоны меня так прозвали. Подозреваю, это не худшее из того, как клингоны могут вас назвать. Да, конечно, я вам скажу. Меня они называли блядской сучкой Федерации. Класс Арес выдержал свой первый суд огнем и прошел испытание с честью. Арес хорошо зарекомендовал себя и продолжает это делать. Он был больше, быстрее, более маневренный. И он был лучше вооружен, чем все, что у нас было раньше. Мы утратили преимущество. Тогда экипажи Звездного флота предпочитали сражаться рядом со своими. Были андерианские, таларитские, вулканские или земные экипажи. И у каждого своя тактика и стратегия. Никогда не угадаешь заранее, с кем будешь сражаться. А ведь знание своего врага — первое правило войны. По мере ввода в строй новых кораблей и того, как их командиры набирались опыта, наше продвижение замедлилось. Сражения со Звездным флотом были выматывающими. Уверенные в своих крейсерах класса Арес, эта группа дерзких капитанов отбила 3 системы за 30 дней. Но это был еще не конец войны. Звездная дата 2244.9. Следующее поколение тяжелых крейсеров Звездного флота отстает от графика. Адмирал Рамирос проводил личную инспекцию, когда ему пришла зашифрованная депеша от разведки Звездного флота. Клингоны что-то строили. Что-то большое. До нас доходили слухи о D7. Мы доказали, что можем справиться с клингонами. Но D7, он все менял.
Д-7 переломил бы хребет Звездного флота. У нас было 3 строящих его верфи по всей Клингонской империи. Если бы Клингонский Высокий Совет послушал бы Карна, если бы Высокий Совет послушал бы меня, то они бы отправили Д-7 к Лебедю-3. Д-7 был готов к сражению. И все наши новенькие корабли класса Ариас просто порвали бы в клочья. Тогда мы бы победили Федерацию. Это переросло в гонку вооружений, войну технологий. Корабль нового класса оказался серьезнее, чем мы думали. Нужно было больше времени. Если бы клингоны запустили его первыми, мы бы вновь утратили всякое превосходство. И клингоны были уже ученые, они бы не стали упускать такое преимущество. Мне нужен был другой вариант. Я пошел к моим 3 лучшим капитанам — Гарту, Рабао, Праску, и попросил каждого из них предоставить план действий. Адмиралтейство получило 3 разных плана. Первый — так себе, средней паршивости. Второй был хороший, крепкий план. А третий был Гарта. Гарт тогда нежданно-негаданно позвал меня выпить. Вот тогда я и рассказал ей про свою идею плана сражения. Моей первой реакцией было, если позволите... Я была рада, что мы тогда пили. Гарт и Соня пришли ко мне. Я обрисовал им мой план в общих чертах и спросил: «Ну, что думаете?» Сэм был там. Он думал и думал, а потом посмотрел на меня и сказал: «100% безумие. Кровавая баня, вот что будет». Это был Аксонар. Аксонар. С его захватом клингонам открылась для атаки Андория, Телар Прайм, Вулкан и Земля. Это было сердце пространства Федерации. А потом шпионы Карна обнаружили, что следующее поколение тяжелых крейсеров Звездного флота будет строиться на орбите Аксонара. Это его шанс уничтожить единственную угрозу Звездного флота для Д-7. Гарт Цезара знал, что Аксонар — цель, от которой Карн не сможет отказаться. Когда Гарт впервые представил свой план сражаться с клингонами у Аксонара, моей первой мыслью было, что он далеко зашел. Я хочу сказать, что до войны он был замечательным исследователем. Но я знал, что в сердце своем он в первую очередь был солдатом. Мы не подписывались на то, чтобы быть воинами. Звездный флот совсем для другого. Мы показали им, что сделаем все, что нужно для защиты Федерации. Я горжусь всеми, с кем я служил. Особенно теми, кто не вернулся. Так что я остановился на этом плане, чтобы закончить конфликт в одной последней битве. Чтобы закончить его на Аксонаре. Д-7 был вершиной клингонского кораблестроения, технологически превосходящий все, что было в квадранте. Мы бы запустили его и сокрушили бы флот Федерации. Звездная дата 2245.7. Д-7 вступает в войну.